Привет! Меня зовут Надежда, и сегодня хочу показать, как переделать обычные белые часы из IKEA в арт-объект. И можно даже сделать так, чтобы было видно, сколько времени. Это стало затруднительным после того, как кое-что сделала, а об этом расскажу чуть позже. Для процесса понадобятся часы, состоящие из двух частей – сам циферблат и ровная пластиковая крышка от него. На втором этапе буду пользоваться акриловыми красками и лаком. Перманентный маркер пригодится для создания рисунка, шуршания и распаковка циферблата. Не ожидала, что вытаскивание пластика будет затруднительным. Чтобы хоть как-то вытащить крышку, взяла металлический крючок для вязания и пытаюсь им выдавить пластиковые уши. Через какое-то время получилось это сделать. Теперь вытаскиваю часовой механизм, сняв сначала стрелки. Часы удачно разбираются до нуля, так что делать с ними можно что угодно. Протираю обе детали влажной салфеткой и рекомендую покрыть циферблат грунтом для сцепления краски и пластика. Если так не сделать, то краска до закрепления лака может легко отвалиться. Пока грунт сохнет, подготавливаю свой дудл-рисунок для переноса. Посмотрев, где будет рисунок, решила отзеркалить его с помощью светового планшета. Можно это сделать и с помощью экрана, либо окна. Когда-то занималась флюид-артом. Это, кстати, увлекательный и непредсказуемый процесс, но со временем немного забыла технологию. Решила поэкспериментировать. При высыхании краска пошла трещинами, из-за того, что она была густоватой. Нужно побольше разбавить водой, бесцветным лаком или ПВА. Для замешивания беру вот такие стеклянные стопки. Кстати, работать с ними гораздо лучше, чем с пластиковыми. Красочным комочкам нет шансов остаться из-за твердых стенок. Это главное отличие от пластиковых стаканчиков. Если хотите, чтобы образовались пузырьки, в 1-2 цвета можете пшикнуть несколько раз силиконовой смазкой. В идеале добавить 2-3 капли специального жидкого силикона. В стаканчики сначала добавляю краску, а после разбавляю ее бесцветным лаком. Вместо лака можно взять строительный клей ПВА. Цвета решила взять розовый, оранжевый и золотой. Выливаю все цвета в один стаканчик, из которого уже переливаю краску непосредственно на работу. В тот момент все показалось как-то слишком ярким и решила добавить бело-фиолетовый бортик.
Чтобы сделать флит-арт совсем волшебным, добавляю в розовый цвет блестки, а также на краску посыпаю блестящую пудру. Такие штуки видела в магазине для маникюра. Чуть погодя нашла вот такой цветной песок для стеклянного стола. Вдохновение не отпускало, поэтому снимала ночью без подсветки. И опять же, пока не высох акрил. Не смотрите на спираль посередине, это не белая краска, а лак. Размышляя про растрескивание, решила поэкспериментировать. Вдруг области с лаком не будут трескаться. В итоге сложно сказать, работа потрескалась равномерно. Наступил самый ответственный момент – перерисовывание рисунка перманентным маркером на пластик. Наверное, надо было это делать перед работой с красками, так как все оставшееся время работала с красочными руками. Хоть и сразу пошла мыть, но это не особенно помогло. Перерисовываю зеркальный рисунок, так как правильное положение крышки будет перевернутым. Хотя так как в работе нет надписей, это было бы не критично. Вот так выглядит работа после высыхания. Так и хочется залить эпоксидкой, чтобы появилась глубина и блеск. Кстати, в работу добавляла розовую и фиолетовую акриловую краску по стеклу, и они остались блестящими. Беру лак. На упаковке заверяют, что будет эффект глазури, и что один слой, как 3 у лака другого производителя. Это меня впечатлило. Не уверена, что это глазурь, но блеск появился, и плюс таким способом закрепила краски. В какой-то момент решила, а почему бы не закрепить перманентный маркер? Ну а вдруг? И этот лак дал неожиданный результат. Из-за него пластик стал матовым. И да, эта глазурь никак не оттиралась. Поэтому я решила покрыть краску еще раз лаком, но другим, жидким, предназначенным для декупажа. По-моему, стало не так мутно. Собираю часовой механизм и закрываю творение крышкой. Захотелось сделать точки для определения времени, размещая их на значениях 12, 3, 6, 9 и добавляю еще несколько на верхнюю часть циферблата. Чтобы акрил остался глянцевым, работаю все той же краской по стеклу. Хотя, вполне возможно, у меня все стало матовым из-за ашановских акриловых красок. Надо будет попробовать с другими. Несмотря на непредвиденные моменты, результат мне понравился. Часы получились очень крутыми, и плюс теперь знаю фишку про матирование пластика. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным.
и ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Желаю творческих успехов! С вами была Нерианда. Пока-пока!